Всем привет! У некоторых зрителей моего канала возникли трудности с установкой компилятора MinGW V64. А именно, у них возникла ошибка, такая немножко странная, как error res. Причем возникла она как-то сразу не у одного, а как минимум у двух моих зрителей. Вот еще один написал, что у него тоже такая же проблема. И сегодня мне еще третий написал в Telegram с точно такой же проблемой. Вот, показал скриншоты. И мне в конце концов даже удалось воспроизвести такую же ошибку. Вот так вот она выглядела. Вот такое вот окно появляется. Error, res. После чего нажимаешь ОК. Появляется только кнопка, по-моему, Next. Нажимаешь ее. Инсталлятор пишет, что все типа установлено. Но на самом деле он ничего не устанавливает. Как я подозреваю, проблема в интернете. То есть, поскольку это онлайн-инсталлятор, он скачивает файл вот этот вот 7zip, да, архив, и потом его распаковывает. Но из-за какой-то проблемы с интернетом этот файл не скачивается. Непонятно, в чем дело. То ли в каких-то кривых зеркалах, то ли в блокировках интернета, я уж не знаю. Но у меня один раз получилось это воспроизвести. Вот, повторно уже вот на камеру у меня это не получается воспроизвести, поэтому я показываю просто скриншот. Кстати, еще хочу обратить внимание, что тут говорится, что можно поставить вот как вот делает другой человек. В общем, в качестве решения некоторые выбирают установку простого MinGW. То есть вот есть разница MinGW простой и MinGW V64. Так вот, MinGW V64 это по сути другой компилятор. Он имеет похожее название, но по сути это совершенно другая ветка. И они как бы между собой практически не связаны. И вот лучше, на мой взгляд, использовать именно версию MinGW V64, потому что она больше поддерживает возможности именно вот современных версий Windows, которые вот 64-битные. Но, в принципе, если вам как бы для каких-то простых задач, и вам не без разницы, 32 бита или 64, то можно, в принципе, и обычный MinGW, без разницы. Вот. И я нашел другой способ, альтернативный, как можно поставить компилятор все-таки MinGW V64, если не работает онлайн-инсталлятор. То есть для этого можно воспользоваться тогда не онлайн-инсталлятором, то есть офлайн-инсталлятором. Для этого что нам нужно? Мы идем на сайт MinGW V64. Так, нам нужен SourceForge. Тут мы выбираем раздел Files. Вот эту вот ссылку я потом скопирую в описание, чтобы вам проще было, можно было прямо по ней перейти сразу сюда. И тут мы выбираем раздел MinGW V64 GCC 8.1.0. Ну, если возможно уже вышла более новая версия, то, конечно, берите самую последнюю, которая будет с самым большим значением версии. И поскольку мы там выбирали в онлайн-инсталляторы 64 биты и POSIX, и еще вот этот вот SEH, то мы именно эту версию и выбираем. То есть вот ее сейчас вот мы скачиваем. 5 секунд мы ждем. Вот, пошло скачивание. Кстати, обращаю внимание, что скачивается это архив в формате 7zip. Вот у него расширение 7z. Это немножко нестандартный архив, то есть если у вас вот голая чистая винда, вы не сможете такой архив распаковать. То есть вот он у меня скачался, у меня тут чистая винда, файл без иконки. То есть если я нажимаю, он предлагает найти в интернете. Есть разные способы его распаковать. То есть можно, в принципе, действительно поискать в Microsoft Store что-то. Так, как это лучше сделать-то? Ну, вот так вот. Тут, в принципе, может подойти, наверное, вот этот вот 7zip Manager. Можно с его помощью. Но вот лично я больше люблю WinRAR. Вот я обычно им пользуюсь. Он поддерживает сразу несколько архивов. WinRAR.com сайт через дефис. Вот. И я обычно им пользуюсь. Не знаю, мне он больше нравится. Хоть он как бы и платный, но у него есть как бы условно бесплатная версия, которая просто
немножко ругается при запуске. Так. Вот. И вот список архивов, которые он поддерживает. То есть довольно много тут. Ну, вот основные это RAR, ZIP. Ну, ZIP это он как бы и так поддерживается. 7-zip, GZ, Z. Но остальные, в принципе, вот не особо популярны. Так, ну это, в принципе, ладно, пусть будет. Dan. Вот. Ну, можно, в принципе, и через эту штуку тоже. Могу показать оба варианта. То есть, например, вот сейчас иконка стала вот у этого файла такой вот. Кстати, включу показ расширений имен файлов, чтобы было видно, что это именно 7-zip. Вот. 7z. То есть, когда нажимаю, ну, появляется такая вот next screen, да, который ругается. Вот. Ну, в принципе, все работает. Вот. И можно сделать экстракт, и он по умолчанию распакует в папку с именем архива, да, только без расширения. И вот все, что тут есть в архиве, он все туда распакует. Можем это сейчас вот сделать как раз. И можно было бы, конечно, сразу же его разархивировать в папку Program Files, но там нужны права администратора, поэтому, скорее всего, оно вот из обычного пользователя сразу не заработает. Поэтому лучше сначала разархивировать вот таким вот образом. Также можно сделать и через вот эту вот 7-zip File Manager. Сейчас попробуем. Так, install. Блин. Как это убрать? Ну, вот как вариант сейчас это переименуем как-нибудь там 1. Так. И сейчас выберем открыть с помощью вот 7-zip File Manager. В принципе, ну, подобный как бы интерфейс. Тоже нажимаем здесь извлечь. По умолчанию вот он вроде бы вот сюда должен распаковаться. Окей. Кстати, вроде бы WinRAR быстрее как-то отработал, нет? Вот, и в принципе мы получили... Так. Кстати, вот он распаковался немножко по-другому. Он выкинул путь, ну, то есть путь с именем архива. То есть, немножко, видите, по-другому получилось. Здесь вот у нас имя архива еще есть папочка. Ну, вот мне больше нравится такой вариант, потому что он заставляет сделать меньше телодвижений. Так, проводник. Сейчас мы идем в C Program Files. Так, так, секунду. Вот. Тут у нас уже есть откуда-то, видимо, когда я запускал инсталлятор, он уже создал этот путь MinGV V64. Если у вас его нету, то вы его просто создаете вручную. Ну, давайте сейчас я вот при вас его удалю. Вот, и создам папка. Иногда тут может появиться запрос там на права администратора. Вот, и мы здесь пишем MinGV дефис V64 маленькими буквами. Ну, хотя, в принципе, без разницы, какими буквами. Так, и мы переносим сюда вот эту папку, то есть с именем, ну, как бы архив вот этот вот x86, 64 и так далее. То есть внутри у нее MinGV уже без дефиса 64, и дальше там вот bin, etc, include и так далее. Вот, берем просто и перемещаем ее сюда. Вот. Он говорит, что нужно обладать правами администратора, говорим продолжить, потому что, ну, у меня пользователь им уже обладает. Я подпользователь, который является администратором. И, в принципе, вот мы установили. И сейчас мы запускаем CLine. И сейчас посмотрим. Скорее всего, он сам должен сейчас определить наличие этого вот MinGV. Evaluate for free. Так. Где тут настройки? Ну, или пусть, ладно, будет New Project. Create.
Так, вот он сейчас что-то индексирует. Это может занять там около минуты. В зависимости от быстродействия вашего компьютера. Вот, смотрите. Появились некоторые ошибочки. Так, MinGV. То есть вроде бы как бы он его нашел, но какая-то вот фигня происходит, да? Сейчас посмотрим, то есть он правильно ли определил путь. Идем в File, Settings, Build Execution Deployment, Toolchain. Так, да, правильно все он определил, но вот смотрите, с компилятором возникла какая-то проблема. И как вы думаете, с чем она связана? А связана она с тем, что я специально использовал русскоязычное имя пользователя. То есть вот у меня путь к домашней директории, он для MinGV компилятора выглядит как-то вот так вот, с какой-то вот абракадаброй. То есть у меня пользователь с именем, как тут, вот, с именем Паша по-русски. То есть, поэтому с русскими символами, в общем, он не дружит. Как эту проблему можно решить? Ну, самое простое, это, конечно, хотя как простое, опять же. Ну, в общем, можно, конечно, создать нового пользователя с именем на латинице, но, возможно, для этого придется какие-то программы переустанавливать, какие-то программы перенастраивать. Если для вас этот путь плохой, вы можете просто хранить проекты вот на C-Line, не в своей домашней директории, а где-то в другом месте, где в пути нету русских букв. То есть, например, мы можем, допустим, пойти на диск C и, допустим, здесь просто создать папку, ну, допустим, также C-Line Projects. Можно, конечно, по-другому, можно как угодно называть, просто я для примера также назову ее. C-Line Projects. И новый проект создаем уже в этой папке. Только смотрите, можно, конечно, вручную вот так вот выбирать C-Line Projects, да, и вот здесь дописывать там, допустим, там Project 1. Но чтобы так каждый раз не делать, я предлагаю сделать немножко по-другому. Зайти в меню File, Settings, так, Appearance и System Settings. Тут есть Default Project Directory. И здесь мы можем задать как раз вот эту директорию, которую мы только что создали. Кстати, если она здесь не показывается у вас, если вы, допустим, вы создали ее уже, когда этот диалог был открыт, вот так просто сделайте, и она нам здесь появится. Так, выбираем ее. И теперь, когда мы выбираем новый проект, он автоматом уже предлагает создавать ее вот в эту директорию. То есть C-Line Projects. И ну, здесь выбираем, там, допустим, Project 1. Делаем Create. Ну, допустим, в том же окне. Вот. Сейчас он снова будет что-то там индексировать. Вот. Но сейчас уже, по крайней мере, ошибки быть не должно. Итак, вроде бы он закончил все индексировать. В принципе, наверное, можно было и раньше нажать сюда. Я решил подождать. Все компилируется, запускается и работает. То есть все работает, мы все починили. На этом все. Если будут еще какие-то вопросы, обращайтесь, пишите. Постараюсь помочь. На этом все. Всем пока. Спасибо за внимание.